Шел третий или четвертый день апокалипсиса. Третий день апокалипсиса. А мы все не сдаемся. Я считаю. Я вам покажу, что у нас есть из еды. Мясо уже закончилось, я так поняла. У нас есть яйца, которые принесла наша соседка. Есть молоко, которое, возможно, уже протухло. Есть сливки, которые, возможно, тоже протухли. У нас есть сыр, кстати. Ира, хочешь попробовать сыр? И у нас есть много консервы. И стоит такая погода, знаешь, дождь идет. Короче, и холодно. Ну, не холодно, лето, короче. Но там плохо видно на улице, дождь лет, понимаешь? И ветер. И, значит, сижу и включаю... Сейчас можете увидеть, у Насти, видите, такой крест. Настя, расскажите, пожалуйста, откуда у вас появился этот крест? Настя, ты сейчас похожа на местного бомжа локального. Настя, вы можете объяснить, откуда у вас этот крест? Не снимаю, да. Хорошо, я сама объясню. Можно вашу руку? Короче, она поехала в даунтаун, и к ней подошел какой-то мужик и спросил, тебе есть 21? Она сказала нет, и ей сделали такой крест. Это значит, что она не может покупать алкоголь. И теперь она ходит с этим крестом. А папа тоже тянет руку, чтобы ему крест сделали, а он говорит, я не думаю, что тебя нет 21. Я только выросла до того момента, когда можно покупать алкоголь. Я тут приехала в Америку, и опять 21. Так, здравствуйте, дорогие зрители. И сейчас у нас будет немножечко question for Ира. И расскажите, пожалуйста, зачем вам эти дреды? Рассказываю. Я волосы мою каждый день. Да. В обычный день, об обычной жизни. А тут я уже не мою третий день. И, соответственно, мои волосы выглядят как последняя какашка на земле. Поэтому я решила, что дреды спасут положение тем, что я буду хотя бы выглядеть менее пугающе, скажем так. Скажите, пожалуйста, как вы подбирали аутфит? Аутфит бомжа. Эти, мне просто не жалко штаны. Я их одеваю обычно в походы какие-то. Эта кофта новая, но она стоила $3, поэтому мне ее не жалко. Эта штука... Потому что она уже провонялась костром, уже нет смысла что-либо делать. Мой аутфит это аутфит Деда Мороза, просто Christmas пижама и носочки. Носочки очень красивые, хочу заметить. Ира, смотри, носки очень красивые. Вот, и вот так вот мы сидим. Сейчас я вам покажу страшнейшие кадры нашего времени. Итак, мы заходим в Кирюшину комнату, и вы посмотрите. Что оставил ему медведь? Этого вчера не было. Это медведь ему вот так вот привет передал. Вот так вот. Вот так вот Кирилл спал. Вот здесь его ножки лежали. Там его головка лежала. Вот здесь окно было. Оно было закрыто. Я сейчас вам покажу, как. Настолько оно было закрыто. И тут когти медведя просто, чтобы вы понимали. Поскольку у нас света нету и воды тоже. Сейчас я вам покажу, как мы умываемся. Вот этот несчастный Кирилл, который хочет просто помыть ручки. Так, Кирилл, спокойно, я снимаю видео. Так, и вот Кирилл моет ручки. Он пытается хоть как-нибудь. Я не знаю, вам показывала, нет? Но вот эта темная водичка, это не грязь, но это вода с гор. И мы вот этой водой смываем туалет. Выглядит все, все выглядит очень страшно, да? Вы можете сказать, блин, вы как вот реально бомжи живете. Но, люди, как бы времена тяжелые. Бомжи! Тяжелые времена требуют тяжелых жертв. Поэтому... Спасибо, это костер. Вот так вот. Вот тут Настя с дредами. Настя, скажите, пожалуйста, почему вы сделали себе дреды? Я такой немножко... Я не знаю. Скажите, пожалуйста, вам удобно с дредами? Да. Ребята, у нас хорошая новость. К нам приехал сын нашей соседки. У него есть дом в другой части Эшвилла, типа как в другом районе. Вот, и у них там есть электричество и вода. И поэтому мы вместе с семьей, точнее, он нас пригласил туда. Мы поедем, там чисто голову помоем, телефоны зарядим. Зарядим? Да, мы хотели. Вот мы едем, значит, купаться. Ага, и вода еще чуть-чуть дышит, да? Это вода для нашего туалета. Где надо будет набрать. Не, это может дворик дольше. Help me, please. Кофе пил. Мы сейчас стоим как по-польски, колейка? Как полейка? Колейка? Не. Как это? Подключим по-польски. Traffic jam. Traffic jam.
Вот и мы приехали, чтобы покупаться. Вот такой домик у них. Так вот выглядят люди, которые были без электричества. Раз, два, три, 4, 5. Это только начало, да? Девочки, расскажите, как вы себя чувствуете после душа? Как новая монетка. Человеком, я себя чувствую девочкой. До этого я чувствовала себя челом и... У меня так лицо стянуло. До этого оно было таким ужасным, сейчас так стянуло, прям вообще. Мне такая... Да. Я чувствую чистоту на своей коже. Поправим. Ира, у тебя так идут эти косички, вот честное слово, очень идут. Мне нравится. Ты прям так, знаешь, Как- нетрадиционно выглядишь, очень Как красиво, пират с необычно. Карибского моря, этот Джек Воробей. В этой косичке мы должны снять вот этот... Дома заснем. Настя, а ты сейчас будешь делать еще косички себе? Но? Оно же тебе быстро разгрузит. заправлять машину свою. Ну, понятно. Ты будешь стоять в той очереди? Да. Я хочу, знаешь, куда? В библиотеку поехать, попробовать словить связь и бабушке позвонить. Давайте это сделаем, давайте это сделаем. на отправку. Папа, ну сколько у нас еще осталось миль Кого? бензина? Да есть еще. Ну, на сколько? Ну, может, мили на 100. На 100? Полчаса назад ты то же самое говорил. Не, ну приблизительно, ну, может, не на 100, может, там на 80, на 90. Ага. Понятно. I don't know. Сейчас мы приехали в единственный магазин, который... ну, один из единственных магазинов, который работает. Ух ты! Тут кто-то стекло разбил камнем. О май гад! Что происходит? Это русский магазин. Тут, как вы видите, куча наших украинцев, русских, белорусов и прочее. Настя с Ирой заряжаются энергией. Это краб. Знаешь, я его ждала сколько? Я его год ждала. Это не было? С крабом? Это с крабом? Оно, кстати, дешево. Сколько стоит? Около $1 и здесь. Вот тут написано. 2,25. О, все, коты. Папа, что вы чувствуете, когда видите эту еду? Чувствую, что я не миллионер. Да, слишком дорого для вас, да, Кирилл? Цикорий, Ален, твой любимый цикорий. Я сейчас кое-что посмотрю еще. Сколько? 25. Так там же еще такса. Сколько там такса? Я не знаю. Ну, где-то центов 10, наверное. Ты уверен? Примерно. Крабы. Мы Этого вас... хватит? Я не знаю, давай попробуем. Ну, давай еще. И давай еще. Ира разорилась. Короче, Саша нам сейчас рассказал, что его магазин пытались взломать, но не получилось, потому что у него 2 стекла. Ну, то есть разбить стекло. Также на 7-м экзите Walmart там пробили бетонную стену просто и своровали оттуда, выносили как стену кирпичную. кирпичную бетон. Даже мексиканцы приехали. Потому что люди кушают. Потом Маршалл, да, Маршалл тоже обворовали. А что Маршалли ворвать? Я не знаю, что Ну, Маршалл. не, это не у Маршале, это А как? район Маршал. А, в район. И тут еще соседний магазин. Не, стоп, Домино? Не знаю, он сказал перед ним магазин какой-то. 3 магазина там ворвали. Ну, Да, может, какой-то такое. магазин там еще. О, у нас с крабом. Итак, у нас здесь уже ночь, ничего не видно. Мы сделали чай зеленый. Тут Ира. А тут у нас очень вкусные эти яблоки жареные, тушеные. Очень вкусные. Кирилл делает себе Несквик. Никогда тебя не предаст, он никогда тебя не засудит. Папа тут чайник поставил. Тут что-то жарится. Я не знаю, что здесь. It's a candle. What? Yeah, it's very big. I have Wow. one upstairs. And if you just, if you want to dig it on the ground somewhere, Yeah. Wow, it's very big. Вы зажечь хотите? Мы такую свечу нашли. Your tea is ready there. I have only very big cups, and this is for you. found the hibiscus.
Yeah, this is good. Great. Hibiscus. So I will leave it there for a minute so it can, Okay, can okay, okay. steep. Are is those what the the- apples? This is apples, very Yes. tasty. Sure. Yeah? Yeah. What kind of tea? Black, green, or Мы сейчас с Ирой пойдем и возьмем шарики из нашей комнаты. Как видите, дома полностью темно. Надо не раскрывать, окей? Или разбудься? Это наша комната, тут немножечко грязно. Ну, it's okay. Да, тут реально есть что убирать, чтобы вы видели, как бы это все выглядит максимально так стрёмно. Это наше все запуталось уже. Да. Лучше даже не смотреть в эту сторону. Окей. Туалеты тоже. Ладно, вот вам пожертвование. Вот Ира повесила вот эти шарики. Оно ничего не дает, ни света, ничего, но оно выглядит очень эстетично. Да. Правда, она не очень красиво повесила их, но это окей. Вы посмотрите, какая свеча. Она просто как моя рука. Смотрите, как моя рука. Просто она огромная. Это нереально. Она, наверное, может неделю гореть. Мне кажется, это типа, знаешь, они сами это сделали. Слушай, смотрел? Вот это мистер Пибоди.